Всем привет! С вами Лариса и Константин. Всем привет! И мы продолжаем наше путешествие по Халкидикам. Сейчас мы находимся в Салониках и собираемся отправиться на второй палец этого полуострова Ситуния. Мы хотим посмотреть сами и, конечно же, показать вам одно из самых живописных мест этого полуострова. Друзья, порой мне кажется, что когда греки говорят о Халкидиках, Сантин Халкидики Денехи, что означает «лучшего места нету» примерно, они подразумевают именно это место. Поэтому сегодня не будет никаких пафосных поселков, ресторанов, кафе, баров. Только природная красота Греции, лодки и море. Устраивайтесь поудобней, приятного просмотра, а мы погнали снимать. Второй палец Халкидиков Ситуния назван в честь Ситона, сына древнегреческого бога Посейдона. Друзья, в общем, я не могу долго держать в секрете то место, куда мы едем. Значит, мы направляемся в местечко под названием Вурвуру, что в византийскую эпоху означало «земли варваров». Это небольшой поселочек, который расположен в уютной бухте. Там кристально чистая водичка, белоснежный песок, в общем, уникальная природа. Попробуем там взять в аренду лодку и попутешествовать вокруг всей этой красоты, понырять, показать вам, как там красиво. Будьте с нами. В отличие от полуострова Кассандра, Ситуния менее известна для массового туризма, поскольку находится дальше от аэропорта, нет скоростной дороги, как на Кассандру, но она очень популярна среди местных греков и известна своим спокойствием и тишиной. В общем-то, мы прибыли в местечко Вурвуру. Сейчас мы пойдем арендуем лодочку и отправимся напротив Диапорос остров и будем вокруг него будем совершать нашу морскую прогулку. И вам ее и покажем. Погнали! Как и принято в Греции, компанию Blue Water Boats нам порекомендовали наши друзья. Условия аренды следующие. Для управления лодкой до 30 лошадиных сил права не требуются. С 9 утра до 6 вечера аренда нашей лодки стоила 120 евро плюс бензин, который оплачивается отдельно по возвращению. При желании вам могут дать с собой сумку-холодильник. Перед путешествием ребята проводят инструктаж, на карте показывают места, рекомендуемые для посещения, а также опасные места, которые необходимо обходить стороной. И, конечно же, рассказывают обо всех нюансах управления лодкой. Также для смартфона можно установить приложение, которое будет показывать ваше местонахождение и карту с морскими путями. Там же отмечены и опасные зоны. Загружаем вещи. Все, готово ты? Я отчаливаю. Да. Отчаливай. Давай. Оп, залез? Да. Короче, мне страшно пока что. У меня капитан неопытный, поэтому мне что-то пока страшно. Друзья, мы достигаем земли наконец-то. Подплываем к острову, как он называется, я забыл. Диапорос. Диапорос. Хорошо, что мы надели. Так, сейчас тут надо толстовки, да. В общем, на море всегда может быть непогода, поэтому одевайтесь получше. По крайней мере, с собой берите что-то. В общем, я заглушил двигатель. Мы сейчас дрейфуем.
Не, подожди, надо его завести. Что-то мне не нравится этот дрейф. О, нихера себе. Что ты такое? Это серьезно было. Ты меня так не пугай, пожалуйста. В общем, сейчас будет первая парковка возле острова. Вообще, что-то я побаиваюсь своего капитана. Сейчас надо свериться с картой. У нас есть, нам дали специальное приложение, чтобы мы не разбили лодку. В общем, мы подплываем. Вот приложение. Вот здесь показаны опасные места, где можно плавать, где нельзя плавать. Аккуратно там. Да, людей нельзя давить, поэтому мы будем сейчас их оплывать. Ну все, в общем-то, мы на якоре. Мы пока не рискнули снять наши кофточки, но надеюсь, что через пару часиков мы все-таки окунемся. Когда солнце выходит, вода приобретает просто неповторимый бирюзовый оттенок. Видно, где камни, где песочек, где помельче. Надеюсь, что мы все-таки насладимся через пару часиков, а пока любуемся природой. И на Ситани могу сказать, что уникальная вообще природа. В связи с этим здесь даже запрещено строить новые гостиничные комплексы, дабы сохранить ее в первозданном виде. Вдоль всей Ситани проходит горный хребет, называется Итамус. И его самая высшая точка примерно на уровне 811 метров над уровнем моря. Кстати, здесь проходят туристические тропы, и можно подняться на вершину и насладиться прекрасным видом с высоты птичьего полета. Сейчас модно снимать там всякие рум-туры и так далее. Поэтому мы тоже решили снять бот-тур. Тур по лодке по нашей. Она, конечно, маленькая. Здесь 2 двигателя есть. Если вдруг один большой сломается, можно завести вот этот малыша и как бы спастись, так скажем. Двигатель 30 лошадиных сил. Ну, в принципе, вот здесь вот по местности покататься достаточно хватает. Вот, давай штурвал, да, покажи. Немножко поюзанный штурвал. Вот здесь вот это откидывается, можно убрать, посидеть, туда что-нибудь засунуть. Значит, там есть у нас спасательные жилеты вот здесь, вот в этом. Вот тут вот, внизу. Медикаменты. Да, медикаменты, спасательные жилеты, там вот якорь. Ну, а здесь такая мини-спальня, так скажем. Можно, значит, расслабиться, проводить время и так далее. В общем, круто, друзья. Мы довольны. Друзья, в общем, мы сейчас собираемся поднимать якорь. Я, наверное, доверю это Юнге Ларисе. Сейчас вот Юнга поднимает якорь. Надо вот это открой сначала. О. Туда складывает. Юнга, ты учишься хорошо. Скоро будешь капитаном, как и я. Что я хочу вам сказать? Нырять я тут не буду, потому что тут мелко. Поэтому залезу аккуратненько. Ну, дует ветер, немножко прохладненько. Но в воде тепло. Тепло? Тише, не ударься. Нырнул. В общем, друзья, ветер дует. Мы, наверное, сейчас поплывем в другую бухточку. Тут их, благо, их тут полно. Поэтому мы отсюда отчаливаем. И уже покажем вам что-то другое.
Нашли классное место, почти уединенное. И тут вокруг нас прозрачная водичка. Медуз, акул нету. Мы расслабились. Решили немножко вздремнуть. Почему мы вздремнем и продолжим наш трип вокруг островов. Сломались? Вот. Нет. Не пугай меня, пожалуйста. Мне так страшно. А это самое популярное место здесь, называется Blue Lagoon. Вау, цвет воды просто, я не знаю. Посмотрите, какая медуза. Огромная просто. Это темные пятна, это водоросли с сплошняком. И потом это просто безупречное место. Такая здесь водичка. Сейчас мы будем купаться. Окунемся в этот бассейн. Друзья, мы добрались до греческих Карибов. Тут Карибское море. Давай, прыгай. Вода класс вообще. Такая довольная. Бассейн. Друзья, кайф вообще. Просто вода там 2,5 метра. Все прозрачное. Класс. Могу честно сказать, мой страх по пути сюда того стоил. Здесь очень красиво. Но плыть было страшно. Сегодня большие волны, сильный ветер. И в какой-то момент мне казалось, что лодка перевернется. Так что, ну, это того стоило, если честно. Я не ожидала такого увидеть. Я знала, что красиво, мы заплывали в разные бухточки, но это вообще просто непередаваемое ощущение. Радует то, что вышло солнышко. Цвет воды просто изумительный. Здесь еще, ну, хотя бы глубина есть, там, 2-3 метра. Тут можно попрыгать, прям понырять. Ну, класс вообще, просто класс. Не упустите свой шанс, если приедете в Халкидики, обязательно совершите эту прогулку. Рекомендуем. Единственное, что мы от Салоник добирались, наверное, 1:40, 1:50, потому что дорога не как на первом пальце скоростная, она проходит через деревни, через городки небольшие, и ну, она извилистая, как серпантин, поэтому так быстро, как до первого пальца, не доедешь. Не страшно даже, уж заметь. Нет, я туда не поплыву, мы поплывем в другую сторону. Почему? Мы как греки-мореходы. Нет. Преодолеем все препятствия. Нет, мы там уже плыли, я не хочу туда. Мы поплывем в другую Ты думаешь, сторону. с другой стороны, что там волн нету? Нет, они есть, но мне кажется, они там поменьше, по крайней мере, так не выглядят. Если честно, достаточно страшно, когда волна идет большая.
и ты на лодочке. Ну, наверное, это с непривычки все-таки. Конечно, такую лодку, ну, чтобы перевернуть, надо тоже приличная, чтобы была волна. Ну, страшно, ты прям вот вниз, вверх опускаешься, поднимаешься, тебя швыряет, бросает. Ну, как бы свой. Ну, то есть, чтобы добраться, покайфовать, все равно нужно через что-то пройти. По крайней мере, в сегодняшний день. Друзья, мы сейчас снимаемся с якоря и идем в другую лагуну. Давай, покажи. Я уже научилась узлы вязать морские. Обычные жизненные узлы из меня давно научились вязать. Теперь, видите, еще и морские научились. Давай, капитан, отчаливаем. Готов? Готов. Давай. Главное, не упади. Тут столько народу, тут боишься, чтобы никому винтом по голове не проехать. О, Юнга, у нас лестницы нет. Слушай, удивительно, но в Blue Lagoon действительно вода прям голубой оттенок имеет. Здесь все-таки такой он зеленоватого оттенка, но тоже очень красиво. Друзья, Blue Lagoon пока топ. Вот где мы тут только не были, пока топ это Blue Lagoon. Ну, наверное, по количеству лодок и так понятно, что там все собираются. Все, мы едем. Честно говоря, не знаю, там романтик, красота, все это. Но я не хотел выходить из-за штурвала. Это неописуемое ощущение. Вот это вот газ в пол и по воде, вот по этой глади летишь. Просто кайф. Ну, безусловно, и помимо этого, это место еще очень красивое. Но выходить из-за лодки, из-за штурвала я не хотел. Я понял, нам нужна лодка. Вот наша лодочка. Спасибо за прогулку. Было классно. Полный маршрут нашей морской прогулки вы можете посмотреть на представленной фотографии с GPS-трекера лодки. При недолгом общении с компанией Blue Water Boats у нас сложились самые теплые впечатления. Ребята настолько добродушно и просто общались, что нам казалось, что мы их знаем уже много лет. По итогу мы можем с чистой совестью рекомендовать эту компанию для наших зрителей. Ссылку на сайт компании Blue Water Boats, их местоположение на карте, а также их контактные данные вы сможете найти в описании к видео. Друзья, в общем, мы сдали лодку. По бензину у нас вышло 15 евро мы заплатили. Ну, помимо аренды, плюс 15 евро у нас вышел бензин. Ну, в общем-то, достойно. Вот, ну, чтобы день провести, классно. Но я считаю, это небольшие деньги, тем более каждый день это не будешь делать. Друзья, мы отлично провели день. Морские прогулки — это вообще безумно классно. Всем рекомендую, кто здесь отдыхает, недалеко, рядом, будет отдыхать. Приезжайте, не поленитесь, возьмите лодочку в аренду, прокатитесь вокруг островков, покупайтесь в кристально чистой воде. В общем, всем рекомендуем. Как обычно, если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии, мы обязательно ответим на все. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео, ставьте дизлайки, если не понравилось. В общем, до встречи в наших следующих видео. Пока! Пока!